Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. Сегодня мы поговорим про такую интересную вещь, как инспектор стрел. Он не только поможет вам стрелы собрать, но и лучше попадать. Вы, наверное, заметили, что мы с особым вниманием подошли к сборке стрел. И прошли уже те времена, когда можно было взять просто обычную деревянную палку, отстрогать ее и пойти стрелять. Стрела и ее настройка, подгонка – это такие же важные вещи, как настройка вашего лука. Поэтому на нашем канале есть много интересных видео именно про стрелы. Рекомендую вам их посмотреть. Если после просмотра у вас появится желание принести нам стрелы на пересборку, либо на первоначальную сборку, либо на подгонку, то welcome, мы вас будем ждать. Но если вы привыкли стрелы собирать сами и никому не доверять, а если даже вы привыкли доверять, то боитесь их отправить к нам, например, вы из Екатеринбурга отправляете стрелы к нам, мы все вам собираем по фэншую, отправляем обратно и, представляете, Почта России вам присылает не стрелы, а сабли. Как же вы расстроитесь? Поэтому у нас есть одно из решений, чтобы вам помочь качественно и правильно собрать стрелы. Это инспектор стрел. Конечно, это не чудо-штука, которая заменит вам все то оборудование, которое мы имеем в магазине и в мастерской. Но поверьте, точно поможет вам улучшить качество сборки, а соответственно и ваши результаты в стрельбе. Инспектор для стрел War Archer помогает определить кривизну стрелы и также ее отторцевать. В одном из наших видео мы показывали, как криво бывают обрезаны стрелы. Торцевать их вам придется по-любому. Обрезали вы их или не обрезали. Итак, вот вы обрезали древки, отторцевали их. Что дальше? Берете стрелу, кладете ее на инспектор и начинаете прокатывать. Ваша задача посмотреть, насколько ровная стрела и насколько ровные концы. Без разницы это с хвостовика это или с наконечником. Если у вас слишком кривая стрела, я имею в виду, что будет видно, что она будет прям слишком сильно изгибаться, то это плохая стрела. А если она будет, прям вот чуть-чуть где-то видно кривовато, то я считаю, что это будет хорошая стрела. И как раз этот инспектор вам в этом поможет. Внимательно нужно следить, чтобы наклейка на стреле не попадала на подшипник, потому что есть стык наклейки, и будет казаться, что стрела кривая. На это нужно обратить обязательно внимание. В идеале нужно начинать с голых древок. Сначала вы берете свои древки, кладете их каждый на инспектор, каждую древку, и прокатываете. Смотрите, если у вас древко ровное, вы его сортируете в одну кучку. Если у вас древко кривое, это будет на самом деле очень сильно заметно, особенно вот прямо вот на конце древка, без разницы это будет с наконечника стороны или с хвостовика, можно и там лучше, конечно, всего проверять, потому что бывало так, что вроде с наконечника ровно, а с хвостовика, криво. Поэтому все это проверяете, и если кривое, сортируем в другую кучку. После этого, что мы делаем? Мы вклеиваем либо инсерт с наконечником, либо просто наконечник. И проверяем, насколько у нас уже ровно стрела будет в собранном состоянии. Вклеили и проверили. Начала, например, у вас больше бить стрела. Если это просто вы вклеивали наконечник, не знаю, например, там спортивный, там только наконечник вклеивается. Вам нужно менять наконечники. Берете, вклеиваете другой наконечник. Смотрите, как у вас там, есть ли биение, нет ли биения. Если у вас инсерт и наконечник, прокатывайте, хоп, криво. Самое первое, что это можно поменять наконечник. Берете, скручиваете наконечник один, берете, вкручиваете другой, снова проверяете. Если ничего не меняется, пробуем еще третий наконечник. Вкручиваем, проверяем. Например, что-то у вас улучшилось. Скорее всего, дело будет уже после того, как наконечник уже будет ни при чем, нужно будет менять инсерт. Значит, можно, например, немножечко поднагреть наконечник с инсертом и повертеть. То есть, грубо говоря, вы повернули, прокатали. Когда у вас теплый наконечник, теплый инсерт, клей будет немножечко подплавляться, и это довольно-таки легко будет сделать и повернуть. Наконечник с инсертом прокатали. Например, нашли какую-то точку там, где у вас все это ровно. Отлично, зафиксировали, отложили в ровные. И все по кругу делайте заново. Как происходит торцевание стрелы? На инспекторе с одной стороны у вас есть упор. Вы его раскручиваете, точнее даже ослабляете.
поворачиваете и снова фиксируете. Он у вас не ходит. После этого берете стрелу, например, со стороны наконечника, и можете ее отторцевать. Также это можно сделать со стороны хвостовика. Здесь, кстати, уже просчитано то расстояние до вашего оперения, чтобы перо не касалось подшипников. И тоже можно это все отторцевать. Но представим, что вы клеите перья ближе к хвостовику. Значит, смотрите, на этом упоре можно поклеить наждачку с противоположной стороны и прикрутить вот так вот. Смотрите, у вас уже здесь сократилось расстояние, и здесь будет видно, что вот еще вы сантиметр, а то даже и больше, выиграете. И эти перья, которые у вас приклеены ближе, тоже не будут касаться подшипника. Поэтому как-то так. В качестве абразива используется шкурка гридностью 100. Соответственно, если у вас эта шкурка износилась, вы берете обычную шкурку, которую можете купить в любом магазине, и вырезаете квадратики размером 21 на 20 мм. Инспектор разборный, и вот эта центральная часть не шибко-то и нужна. Почему? Потому что вот эти края вместе с подшипниками можно отсоединить и, соответственно, кинуть просто с собой в сумку. И поехать, не знаю, там, в лес на охоту на неделю, там, на 2, на месяц, хоть на год. И, соответственно, если вы решите проверить свои стрелы уже на охоте, то нужно будет что сделать? Сейчас мы ослабим вот эту всю ботву. Я сейчас уже проверю, как это хуй работает, чтобы вам хуй не нести. На самом деле здесь все очень довольно-таки практично сделано. И прикольно. Вот видите, одна часть отсоединяется. Здесь, кстати, у вас уже практически не выпадает. Но будьте аккуратны, чтобы эти гайки не потерять. И с другой стороны. Не знаю, насколько это, конечно, будет практично. Куда-то там на охоту ехать, там, брать этот инспектор. Там, мне кажется, проще пару ножей взять. Ну, может быть и правда. Кому-то и понадобится. Лучше, наверное, настраивать стрелы дома в спокойной обстановке, с чувством, с толком. Все это подготавливать. Брать несколько стрел запасных. Помимо комплекта стрел. Лучше, чтобы было там 2 комплекта стрел. Смотрим. И что мы видим? Видим, что у нас здесь есть специальные болтики. И на них, на концах, есть пластиковые проставки. Для того, чтобы, когда вы будете закручивать и фиксировать это все на стреле, чтобы стрелу не повредить. На самом деле прикольно, да. На самом деле вот эта даже центральная часть, вообще ее можно в баню куда-нибудь. Я вот еще понял, что здесь у нас ограниченная длина на этом кронштейне. А где стрела у вас будет, там уже можете подрегулировать, как на нашем профессиональном станке PAPS. Так, наш охотничий походный вариант собран. Мне кажется, клевое решение, очень оригинальное и нужное. Рад вам был рассказать про такой прикольный и необычный девайс, но очень нужный, поэтому welcome к нам в магазин. Всегда можете позвонить, сделать заказ через сайт и не забываем подписываться на наш канал. До скорых встреч!